Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем, как можно убрать затяжки на одежде разного типа. Я вам покажу несколько способов. Их можно использовать не только для вязаных изделий, но и также для более тонких тканей. В данном случае затяжечка небольшая, вязка плотная. Можно постараться сначала растянуть данную затяжку. И если она маленького размера, то, скорее всего, она уйдет и больше ничего делать не придется. Нужно постараться в разных направлениях в районе затяжки потянуть изделие. Делать это нужно, естественно, аккуратно. Если у вас плотная вязка, то здесь осторожничать особо не придется. Посмотрите. Затяжка полностью ушла. А если после растяжения ткани у нас частично затяжка осталась, то ее нужно перевести на изнаночную сторону. Для этого мы берем нитку с иголкой и один из вариантов: заходим тупой стороной ушком со стороны изнанки, вот в месте затяжки. Вытаскиваем красную ниточку, делаем из нее петельку. И в эту петельку мы заводим нашу серую затяжку. Вот таким образом. И теперь нитку с иголкой мы тянем на изнанку. И затяжка у нас тоже выходит на изнанку. Вот таким образом. Это с изнаночной стороны, а вот с лицевой. Следующий вариант: если у вас с изнаночной стороны есть какая-то подшивка, подкладка плотная, и вы с изнанки не можете подлезть и убрать затяжку с помощью нитки и иголки, тогда придется схитрить и сделать все на лицо. Отмеряем длину затяжки, в данном случае она небольшая, отступаем чуть-чуть побольше, и нитка с иголкой у нас опять тупой стороной проходит в месте затяжки. И в принципе у нас аналогичный прием. Делаем петельку из красной нитки, засовываем туда затяжку. Вот таким образом. Ну, теперь тянем на лицевой стороне. Вот у нас получилась петелька, и она будет затягивать данную затяжку на изнанку. Вот таким образом. То есть затяжку можно убрать как с подходом с изнанки, так и с подходом с лицевой стороны. Если у вас затяжка очень длинная и вам ее нужно убирать с лицевой стороны, то можно разделить весь процесс на два этапа. То есть отступаете немножко, проходите, вытягиваете часть затяжки, хвостик он вылезет в данном районе, и опять еще немножко отступаете, и оставшийся хвостик затяжки таким же образом вытягиваете. В два этапа по частям вы переведете данную затяжку на изнанку. И еще один вариант, когда у нас затяжка на шарфике. У нас здесь нет изнаночной стороны, поэтому единственное, что нам остается, вплести данную затяжку в само изделие. Опять берем нитку с иголкой тупой стороной, отступаем длину затяжки. Если она очень большая, как у меня, то мы будем делать в два этапа. Выбираем здесь петельки и с небольшим шагом нанизываем их на иголку. Вот таким вот образом. И выходим в месте затяжки. У нас иголка прошла с некоторым шагом небольшим. Опять вытягиваем красную нитку, заправляем в нее затяжку и вытягиваем нитку аккуратненько, потому что затяжка длинная. И вот она проходит уже внутри самого изделия. Вот видите, особо и незаметно. И оставшийся хвостик мы таким же образом убираем. Самое главное — делать небольшие шажки. Не обязательно подбирать петельки прям по прямой. Обязательно следите за рисунком. Тогда у вас получится убрать незаметно, вплести.
Вот таким вот образом. Вытягиваем опять красную нитку и заправляем в нее хвостик. И теперь аккуратно выводим на лицо. Затягиваем. И обратите внимание, вообще незаметно, где у нас проходит нитка. И с изнаночной стороны, вот этот квадратик я вам покажу, вот. Здесь тоже вообще ничего не заметно. Здесь мы вплели. Вот он наш хвостик. И таким образом можно спрятать даже очень длинную затяжку. Друзья, а на этом у меня все. Делитесь своими впечатлениями, результатами, как вы убираете затяжки на одежде. И до новых встреч!